Привет, дорогие друзья, я Хуман. Сегодня будем готовить долма из баклажанов и перца. Нам понадобится сладкий перец и баклажаны для долмы, помидоры, лук 500-600 грамм, чеснок 1 головка, фарш 600 грамм, горох 1 200-граммовый стакан, рис 1 200-граммовый стакан, лимон 1 штука, томатная паста 5 столовых ложек, барбарис красный 2 столовых ложки, сахар, соль, белый молотый перец, черный молотый перец, куркума, сушеные травы, петрушка, укроп, карри. Можно заменить зеленой частью лука-порея, чабр, тархун, базилик, мята, если есть несколько штук, кислой вяленой алычи. Лук порежем кубиками. Половину высыпаем в разогретое растительное масло. Немного размягчится и добавляем 1 чайную ложку куркумы. Присолим половину чайной ложки соли, чтобы лук выделил сок. Сок выпарится и лук обжарится быстрее. Смешиваем выдавленный чеснок с фаршем. Я использую говяжий фарш. Пол чайной ложки черного молотого перца. Фарш обжариваем с луком, хорошо перемешивая. Когда мясо поменяет цвет, добавим 2 столовых ложки томатной пасты. Обжариваем еще немного и отправляем в сковородку отваренный до полуготовности горох. Немного смешаем и добавляем отваренный также до полуготовности рис. Теперь сушеные травы. 3 чайных ложки петрушки, 1 чайная ложка укропа, 2 чайных ложки карри или зеленые части лука-порея, 1 чайная ложка чабр, 2 чайных ложки тархун, 1 чайная ложка базилика, 1 чайная ложка мяты, пол чайной ложки белый молотый перец, 1/3 часть чайной ложки черного молотого перца, еще 1 чайную ложку куркумы. Все смешиваем. Добавляем 2 столовых ложки красного барбариса, пол чайной ложки зиры. Все смешиваем. Посолим 1 чайной ложкой соли. Смешиваем и оставляем. Сейчас приготовим подливку для долмы. Вторую часть лука, порезанного кубиками, высыпаем в сковородку в разогретое растительное масло. Когда начнет темнеть, добавляем 1 чайную ложку куркумы. Три столовых ложки томатной пасты. Обжариваем хорошо, чтобы был красивый цвет и хороший вкус у блюда. Теперь добавляем 1 чайную ложку с горкой измельченного чеснока. Обжарим пару минут. Измельчаем помидоры в блендере. И выливаем в сковородку. Понадобится приблизительно 1,5 литра томатного пюре. Варим, помешивая в течение 5 минут. Добавляем сахар 1 столовую ложку, сок 1 лимона. Если есть вяленая алыча, можно добавить штучек 7, 1 чайная ложка соли,
Смешиваем. Пол чайной ложки черного молотого перца. Оставляем на медленном огне. Сейчас подготовим перец и баклажаны. Обрезаем крышечку от перца и отделяем семена. Убираем перегородки. Они невкусные. Вот так. У баклажанов тоже обрезаем крышечку. Надрезаем внутрь по кругу ножом. И вычищаем ложкой. Наполняем баклажаны подготовленной начинкой, но не прессуем, потому что рису и гороху нужно место довариться. Заполняем не до самого верха. Перец заполняем, тоже не прессуя и не до верха. У меня получилось наполнить 4 перца и 6 баклажанов. Я прилил подливку в кастрюлю, но немного оставил. Дальше покажу зачем. Выставляем баклажаны и перец в кастрюлю с подливкой. Обязательно доливаем воды, потому что во время кипения подливка будет загустевать, чтобы не перегорела. Оставшийся соус по паре столовых ложек добавляем в каждую дольму. Оставляем на медленном огне под закрытой крышкой на 1,5 часа. Лучше готовить на растягивателе. Если любите кислое, соблюдайте мои пропорции. Если не любите, используйте меньше лимонного сока и больше сахара. Эта долма распространена в Иране. Но само слово долма турецкое. Долма – это начиненные овощи или листья с абсолютно разными начинками. Она встречается в кухнях разных народов мира. Голубцы – это тоже долма. Здоровья вам и благополучия, а мне лайк и комментарий.